Вот скажите мне, сколько из теорий по Дельтарун подтвердились? То, что Даркнер — это объекты, создание фонтанов вызывает рокот, а Ральзей знает больше, чем говорит? Эти теории были выдвинуты еще после выхода первой главы, и уж не знаю, как для вас, но лично мне при знакомстве с игрой не понадобились никакие теории, чтобы понять все это. На эти так называемые теории игра и так очень жирно намекала еще в первой главе. На данный момент все подтвержденные теории в принципе звучат типа «трава зеленая, а небо голубое». Да ну, правда? Блин, а ведь это так глубоко. Как я сам до этого не додумался. Еще со времен Undertale Тоби Фокс имеет традицию стебаться над фанатами. Чего только стоит загадочный Виндинг Гастер и о магад Джахаджаги. Он просто выходит в твиттер, пишет что-то расплывчатое и идет пить кофе, пока вы переписываете свои 20-страничные документы. Знаете, я своего рода тоже теоретик. Еще с самого релиза такой игры, как FNAF, я был полностью погружен в нее. Я прошел каждую часть. Ultimate Custom Night не берем. Она идет нахуй. Посмотрел тонны теорий и сюжетов. И все, что я получил, все, что получило сообщество, пустоту в конце. Мы все знаем, кто такой фиолетовый человек, общий ход истории и ее исход. Но все, что по пути, это полный мрак. Каждое видео по сюжету или теориям имеет одну закономерность. Они все в той или иной степени расходятся. И вот ты сидишь, смотришь, пытаешься понять, что, черт возьми, там произошло. А потом кликаешь на другое видео, и ты опять в исходной точке. В худшем случае с кашей в голове, а в лучшем с еще одной косвенно подтвержденной теорией. Да и то отчасти. Пусть я и остаюсь в данном фандоме, но только лишь как игрок. Знаете, спустя 12 лет теории загадок, как бы тебе не хотелось глубже погрузиться в свою любимую вселенную, приходит одна простая мысль. А ради чего? Что мне это дало? Лишь легкое безразличие и разочарование. Нынешние теории по FNAF в своей массе — это постраничные разборы. Почему FNAF — это Breaking Bad или что-то наподобие. Что-то подобное уже начинает появляться и в фандоме Undertale, и что-то мне подсказывает, что эта волна докатится и до Дельтаруны. Ах да, уже докатилась. Фанаты, изголодавшиеся по новым главам, как солевые наркоманы, стали прикалываться, создавая псиоп-теории про Тагора, Зеленого Гастера и Сьюзи, которая по пророчеству должна сбросить ядерку на Хоумтаун. И вот многие могут возразить, но Дельтарун же совсем не похож на FNAF, он имеет цельную историю. Да, это так. Только вот скажите, пожалуйста, а когда вы начали строить по нему теории? Ваш ответ не важен. Единственный правильный — до полного релиза. Игра еще даже не закончена. О чем вы? Ланда Undertale. Он вышел полным, и тамошние теории нужны лишь для задела новых фан-игр и комиксов. Тоби сам говорил. Вторая причина в том, что я не хочу, чтобы это было в игре. Мне нравится игра такой, какая она есть сейчас. Что касается новых областей, то это по сути просто вопрос «что если?». Но это «что если» было всегда. Этого никогда не было и никогда не будет. У каждого монстра должно быть место, куда можно вернуться домой. У каждого монстра должны быть друзья, что-то поесть, где-то потусоваться. Подземелье — это обширное пространство, и единственным ограничением для всего этого является ваше воображение. Моей целью в эти дни было не показать вам новую скрытую истину, к которой вы никогда не можете получить доступ. Моей целью было напомнить вам, что у вас всегда была возможность пойти дальше, если вы просто зададите себе вопрос, что там? Что там под мостом? Что за горизонтом? Возможно, вам, ребятам, кажется, что только мой ответ на эти вопросы имеет значение. Но лично я считаю, что все наоборот. Это всего лишь одна из интерпретаций. Подземелье настолько велико, насколько вы хотите, и я приглашаю вас пройти со мной за стену. Он прямо сказал, его главная цель — это не накинуть вам еще загадок, а предоставить хорошее и запоминающееся путешествие. Но даже этот, казалось бы, прямой, пусть и поэтичный ответ все восприняли по-разному. В погоне за новым контентом фанаты стали воображать себе то, чего нет, так называемый хэдканон. Вот скажите мне, с чего вы взяли, что Темный Рыцарь — это Дес? С чего вы взяли, что Крис такой, как он есть, потому что потерял Дес? И с чего бы вам быть уверенными, что Бункер — это что-то большее, нежели чем еще один темный мир? Все, что имеют фанаты, это косвенные подтверждения, которые они сами и придумали в своей голове. Это как строить песочный замок на пляже, зная, что через полчаса его смоет. Бессмысленно, но забавно.
Еще в самом начале игры Тоби в лоб нам говорит: твой выбор не важен. Нам не подвластно изменить финал истории. Люди берут один намек, игнорируют 10 прямых упоминаний в игре и строят из этого Вавилонскую башню. А потом выйдет Тоби и покажет, что все это было проще. Давай, дрочила! Да! Поплю еще, Марти! Поплю еще, точно поможет! Ну давай, работай, блядь, усерднее, молодчина! Никак. Что все это было шуткой. В какой-то мере, то, как сейчас штампуют теории по Дельтаруну, похоже на брейнрот. Бесконечный цикл без результата. Когда ты просматриваешь десятки видео, потом пишешь свою теорию на 20 страниц, и все равно остаешься ни с чем. Чек. Дофамин от открытий. Чек. Потеря оригинального смысла, когда тебя больше интересуют не персонажи и история, а скрытые смыслы. Чек. Самоповторы, когда одни теории рождают другие, и так по кругу. Есть. И самое главное проклятие. Расслоение сообщества. Сообщество Дельтаруна и Андертейла расслоено на несколько лагерей. Одни верят, что странный путь единственный верный, другие, что за всем стоит Гастер, третьи, что Крис это и есть рыцарь, а Санс мультивселенский персонаж, который путешествует между мирами. И не дай бог, ты с кем-то не согласишься. Тебе сразу же расскажут четко и по полочкам. Без суеты. Где ты, тварь дрожащая, не прав. Но реальный мир сложный. Жизнь может быть непредсказуемой. А здесь у нас есть игра, место, где ты просто можешь предугадать тот или иной исход. Читаешь всех персонажей как открытую книгу и строишь планы. На самом деле, ты просто даешь себе иллюзию контроля в игре, где автор явно этот контроль у тебя отбирает. Так что же я по итогу хочу вам сказать? Да то, что Дельтарун это не пазл, который нужно разгадать. Это история. История про контроль и как мы его ненавидим. Идентичность, токсичную дружбу, эскапизм через фантазии, взросление и депрессию. Темные миры — это метафора, а не параллельная вселенная с лорными связями и тайными организациями. Пока вы ищете знаки в каждом спрайте, вы пролетаете мимо самых сильных сюжетных моментов с персонажами. Тоби хочет, чтобы вы прожили историю, а не решили ее как кроссворд. Подумайте над этим. О, знаете, а ведь это видео в какой-то степени тоже теория. Теория того, что комьюнити Дельтаруна ошибалась насчет Тоби Фокса. Но что если эта теория, как и все остальные, может оказаться неудачной? Ведь и вправду, игра еще не закончена. Что если какая-то из действительно сложных и неоднозначных теорий окажется верной?